Путин, понятно, что в этой войне виновата номенклатура, причем не только российская. И когда я говорю про не только российскую номенклатуру, я не имею в виду Украину. Украина в этой истории вообще скорее жертва всего происходящего, это жертва России, разумеется, но это и жертва определенных интриг западной номенклатуры. А вот на руках западной номенклатуры, конечно, есть своя доля ответственности, и в этом смысле хочется прокомментировать совершенно подлый, мерзкий, гадкий, низкий твит бывшего посла в России от США Майкла Макфола, который был послом в Москве во время администрации Байдена. Он написал несколько часов назад: «Русский народ, как тебе не стыдно?» Вот это полная, во-первых, это лишняя иллюстрация того состояния ума, в котором находятся люди, которые считают себя умными дипломатами, да, и продвигали идею умной дипломатии. Вот это вот перекладывание ответственности с номенклатуры на плечи гражданского общества, которое уже 20 лет живет под путинской оккупацией, 20 лет ей сопротивляется, она вызывает просто настоящий гнев, настоящую ненависть. Не позволяйте переложить эту ответственность себе на плечи, не позволяйте внушить вам вину за то, что совершил агрессор, жертвой которой вы являетесь. Это классический пример газлайтинга, это настоящая подлость, то, что написал Макфол, и на самом деле это во многом объясняет успех Путина на протяжении последних 20 лет. Я имею в виду, почему ему удалось зайти так далеко, почему он в итоге почувствовал себя в состоянии развязать настоящую войну. Потому что вот подобное, потому что перекладывание коллективной ответственности, да, переделывание индивидуальной ответственности в коллективную, перекладывание ответственности на плечи невиновных людей, это то, чем современная западная элита грешит очень сильно, как на внутренней политике, так и на внешней политике. Это всегда будет вызывать отторжение, и то, что в такой, действительно переломный момент посол США обращается к русским людям, которых 20 лет били дубинками, к русским людям, где оппозиционных политиков убивают среди бела дня в 300 метрах от Кремля, где оппозиционных политиков сажают в тюрьму, где оппозиционных политиков травят боевыми веществами. Он обращается вот к этим русским людям и говорит: как вам не стыдно? Да? Мой вопрос обращен к Майклу Макфолу: как тебе не стыдно? Почему тебе не стыдно за то, что 20 лет ты сотрудничал с бандитами, которые закрепощали русский народ? Почему ты покупал ворованный у русских газ? Почему немецкая номенклатура работала на компании российской номенклатуры все эти 20 лет? А почему английская номенклатура продавала российским бандитам, путинским бандитам титулы, да, делала их лордами сибирскими? Это же просто было абсолютно... Почему западные банки отмывали ворованные в России деньги? Почему на протяжении 20 лет вы тусовались с детьми путинской номенклатуры? Если уж на ком лежит ответственность, помимо Владимира Путина, то, конечно, эта ответственность лежит на других государствах, на Великобритании, на Германии, на Соединенных Штатах, на тех странах, на тех элитах, которые занимались попустительством по отношению к тирану русского народа, по отношению к тому тирану, который давным-давно ввел войска в российские города, в Москву, в Петербург, где нельзя выйти на улицу в одиночный пикет, потому что тебя изобьют ногами. Мы уже живем под этой оккупацией, под путинской оккупацией, потому что Россию путинские войска оккупировали гораздо раньше, чем началась оккупация Украины. И теперь Майкл Макфол, который дирижировал большой перезагрузкой, который занимался тем, что умиротворял Путина на протяжении всей своей карьеры, сейчас на голубом глазу пишет в интернет и говорит: русский, как вам не стыдно? Это тебе, Майкл Макфол, должно быть стыдно. Это ты должен преклонить перед русскими колени и попросить прощения за политику умиротворения, за сотрудничество с путинским оккупационным режимом, за то, что и американские компании, и, самое главное, западные политики прекрасно находили общий язык с Владимиром Путиным и позволили ему стать тем, кем он стал. У русских не было возможности на Путина повлиять, потому что, еще раз повторю, путинские войска, русские города заняли давным-давно. Русских убивают за любую попытку сопротивляться, точно так же, как сегодня убивают украинцев, которые сопротивляются путинским войскам. Мы в этом уравнении жертвы, а люди, которые пытаются переложить эту ответственность на народ,
переложить ответственность за закрепощение на людей, которые 20 лет сопротивлялись, вот это настоящие агенты Путина, и это прекрасно вписывается в те 20 лет умиротворения, которыми как раз и занимался, в частности, Майкл Макфол, когда пытался найти общий язык с бандитами, когда на протяжении 20 лет закрывал глаза на то, что путинский режим делал с русскими людьми. И теперь ему хватает наглости писать вот такое, ну, по-настоящему подлое обращение. Обращайте внимание на такие вещи, смотрите, кто себе позволяет такую риторику, потому что вот это настоящие агенты Путина. Это самые подлые, самые мерзкие представители населения разных стран, да, в России таких тоже очень много, потому что вместо того, чтобы обвинить тирана, они обвиняют его жертву. Это называется victim blaming. Они перекладывают ответственность за преступление с человека, который преступление совершил, на людей, которые были жертвой этого преступления. И война – это преступление не только против Украины, и украинского народа, разумеется, является преступлением. Это преступление и против русского народа, против нас с вами, потому что нас ограбили, чтобы эта война стала возможным. Возможно, нас лишили какого-либо участия в принятии решений в стране для того, чтобы Путин мог потом росчерком пера и с помощью постановочной встречи в Совете Федерации, в Совете Безопасности ввести войска в любую страну, в которую ему заблагорассудится. Мы в этом уравнении, русский народ в этом уравнении пострадавшая страна, точно так же, как и украинцы. И не позволяйте, еще раз повторю, не позволяйте навязать себе вот эту вину, не позволяйте поставить себе в упрек. Главное, не берите эту вину на себя, вину за преступление, которое совершала номенклатура. И не только российская номенклатура, хотя на путинской номенклатуре ответственность лежит, конечно, номер один, но и на западной номенклатуре, еще раз повторяю, которая занималась политикой умиротворения, которая сотрудничала без всяких оговорок с путинскими представителями, и их совершенно не смущал тот ужас, которому путинская номенклатура подвергала нас, русских, и продолжает подвергать до сих пор. А русские все эти годы боролись, русские продолжают бороться до сих пор, выходят на улицы по всей стране. Люди вышли на антивоенные митинги, потому что эта война не в интересах русских. Русские этой войны не хотят. Эту войну развязал Владимир Путин на деньги, которые ему дали западные правительства. Дали в обмен на ворованный у русских газ, дали в обмен на ворованную у русских нефть, дали в обмен на другие ресурсы, которые своровали у нас с вами. Поэтому подлое обращение Макфола уделил ему такой большой отрезок времени, потому что у меня в голове не укладывается, как вообще у человека может быть настолько мало саморефлексии. Это действительно чем-то отдает путинизму. Вот настолько же, насколько Путин не рефлексирует вещи, которые он говорит,